Друзья, всем привет! Хочу для вас представить новиночку для российского рынка Geely Akavango. Автомобиль поставляется с гарантией 2 года или 100 тысяч километров пробега. Продается в АСЦ Дубровка за стоимость 3 миллиона 320 тысяч рублей в комплектации флагшип максимальный. Двигатель трехцилиндровый, такой же, как и у Geely Coolray. Автомобиль продается только на переднем приводе. Адаптив LED System. Очень красивая оптика, но рефлекторного типа без линз. И есть такие элегантные противотуманные фары. Капот в автомобиле не имеет оцинковки. Вы можете увидеть, что здесь есть FE сталь, а здесь уже появляется цинк на боковых крыльях. Давайте откроем капот. Автомобиль комплектуется батареей 48 вольт. ЕМС батарея такая же, как и на Geely Atlas Pro. Амортизаторов капота, к сожалению, нету. Вот так выглядит подкапотное пространство в автомобиле. Пластиковая декоративная защита. Давайте посмотрим стаканы. Ну да, также без оцинковки. Но в целом подкапотное пространство достаточно неплохое. Есть аккумулятор, расположен в кожухе. Производителя сейчас не будем смотреть. Ну и, соответственно, внутренняя часть капота также без оцинковки. 53. Нет, стоп. Как такое возможно? С ума сойти. Китайцы перепутали. Внутренняя часть капота с оцинковкой, а внешняя часть капота без оцинковки. Конечно, поразительно, что они так сделали. Соответственно, давайте посмотрим петли без оцинковки. Ну и, конечно, вот эта кочерга не особо внушает доверие. Автомобиль производитель обещает 6,6 смешанного расхода топлива, 177 лошадиных сил и 300 крутящего ньютона-метра. 18 колеса. Диаметр колес 18 и от производителя Continental. Комфорт Контакт CC6. Да, очень даже богато комплектуется данный автомобиль. Закрываем капот. Не получилось с первого раза это сделать, к сожалению. Обогрева лобового стекла я не вижу, соответственно, нитей нету. Удивительно, что поводок дворников без оцинковки. Местами частично оцинкован. Поразительно, конечно, сделано. И, конечно же, крыша автомобиля имеет 100 микрон и отсутствие оцинковки. Рейлинги в автомобиле очень массивные. Вполне кажется, что в автомобиле на них можно что-то перевозить, но надо смотреть от АТС. Интересный производитель стекол VUP. В первый раз, честно говоря, я такой вижу. И, соответственно, мы видим выделенные, смещенные вниз на боковую дверь водителя и пассажира зеркала. Это хорошее решение. Зеркала большие, слепые зоны отсутствуют, но есть небольшая тонировка. И в таком стиле Мерседеса повторители поворотников. Ну, друзья, давайте посмотрим сразу же автомобиль с задней части. Соответственно, дверь у нас оцинкована полностью. Пластиковые декоративные элементы. Здорово сделано, в отличие от того же Geely Atlas. Тут мы имеем пластиковые вставки, а не пленку. Соответственно, мы видим также большое заднее окошко для ваших маленьких пассажиров. Ну и, соответственно, давайте посмотрим вот эту большую дверь. Дверь действительно очень большая по длине. Открывается весьма хорошо. Сами упоры имеют раз положение, два положения. Всего лишь два фиксатора. При этом мы также можем заметить, что в автомобиле есть дополнительная часть, которая будет останавливать всю влагу в попадении от арок, с автомобильных арок на
внутреннюю часть порога, и это большой плюс. Также, я думаю, здесь, к сожалению, пороги не прикрыты, но имеется большой выступ, и, в принципе, пескоструить не сильно должно. Но не забывайте в Geely проверять вот эти декоративные вставки, разбирать их при покупке и заранее либо мовилить, либо проклеивать дополнительной пленкой, потому что они очень сильно натирают лакокрасочное покрытие внутреннее автомобиля. Ну и, соответственно, давайте мы посмотрим. Верхняя часть не оцинкована. Вот такие сварные швы. Geely, походу, научились делать идеальные сварные швы. Для меня это прям открытие. Верхняя часть также не оцинкована. Нижняя часть оцинковка есть. И в этом большой плюс. Дубовый пластик. Есть небольшая эко-кожа с небольшой декоративным элементом. Здорово, что есть салазки, и мы можем двигать сиденье данного автомобиля. Нет, спасибо большое. И, соответственно, давайте мы присядем в автомобиль. Есть регулировка по высоте и очень весьма высокая крыша в автомобиле. Для задних пассажиров есть дополнительно воздуховоды и 2 USB-порта. Сделано очень весьма хорошо. Здесь нет никаких пластиковых элементов. По запаху в автомобиле очень напоминает Geely Atlas первого поколения. И также панорамная крыша вот с таким производителем стекол. Каркас панорамы используется алюминиевый, а не пластиковый. Тоже большой плюс. И красивые светодиодные плафоны для задних пассажиров. В автомобиле используется 3 сиденья для задних пассажиров. Подлокотник из них отсутствует. Также мы можем увидеть дополнительные крепления на ручках. И сами ручки имеют микролифт. Задний ряд очень просторный в данном автомобиле. Ну и, конечно же, еще дополнительные 2 сиденья есть в задней части автомобиля. Подпол очень хороший, твердый. Можно что угодно на нем разместить. Дополнительный ящичек и вот такая вот подсветка в автомобиле. Очень приятный белый свет. И, конечно же, очень радует, что есть вот такие дополнительные дефлектора для задних пассажиров 3-го ряда. Давайте посмотрим. Ух ты! Ух ты! Да. Не особо удобно, конечно, так доставать, но надо двигать спинки сиденья. Но багажник весьма большой и по моему глазомеру, скажу, он такой же, как в Kia Sorento Prime. Давайте посмотрим оцинковку внутренней части багажного отделения. Оцинковка присутствует. Внутренняя часть крыши багажника не оцинкована. Петли не оцинкованы. Но в целом автомобиль выглядит таким образом. Есть сервопривод багажника, но, к сожалению, вот такая высота открытия багажника. И с моим ростом 2 метра здесь не будет комфортно. Здесь примерно для людей, владельцев с ростом не более 1,80 м. Закрываем сервопривод. И мы видим вот такую красивую оптику в автомобиле. Задний дворник не обогревается нитью обогрева Окаванго. И очень среднего типа зазор задней крышки багажника. Спойлер, часть пластиковая, часть металл, как во многих производителях. Ну а теперь, друзья, давайте мы посмотрим внутреннюю часть. Передняя. Да, сварные швы идеальные стали в данных автомобилях Geely. Даже поразительно. Дверь также имеется из твердого пластика. Много где используется дешевый материал. Ручка очень элегантная. У пассажира есть также электрорегулировки. К сожалению, данный автомобиль мы не можем включить. Комплектуется данный автомобиль только с английским языком, либо китайским. Руль
имеет свой дизайн, весьма интересный. И вот такое головное устройство в виде парящей икры, парящего дисплея. В принципе, можно сказать, не скрипит. По андроиду мне очень напоминает Geely Coolray. Очень прям напоминает. Я думаю, здесь также стоит Android 4 либо Android 5. Но надо смотреть спецификации. Также есть обогревы зеркал и боковых зеркал и заднего стекла. И, соответственно, вот такие клавиши для включения климатической системы. Здесь дополнительная шторка для открытия и использования одного подстакана, и вот такой бардачок без охлаждения. Кажется большим, но по факту небольшой. И всем нами известный джойстик, как у Geely Coolray первых образцов. Интересный драйв-мод на переднем приводе. Эко, комфорт и спорт выбираете с помощью этой шайбы. Сделано в целом интересно и неплохо. Автомобиль очень даже интересный. Бардачок открывается с помощью данной клавиши. Есть микролифт, но света в нем, к сожалению, нету. Подрулевые переключатели один в один, как в Geely Atlas первого образца. Кожаная вставочка. По скрипам, в принципе, ничего нету. Ну, здесь уже используется жесткий пластик. Ну, вот эта строчка сделана в очень хорошем виде. Ну и много, в принципе, такого фактурного пластика, который будет очень радовать владельцев. Заднее зеркало без возможности автозатемнения, только ручное затемнение. Козырьки дешевые, резиновые, подсветка отсутствует, видно, что экономили в автомобиле. Есть очечник с бархоточкой и открытие люка и шторки. Точно такое же управление, как в Geely Coolray. У пассажира также нету дополнительного зеркальца. Удивительно, что так они сделали. Ну да, в принципе, здесь все точно так же, как и в Geely Coolray. Что вы думаете, друзья? Как по мне, все-таки, наверное, стоит даже рассмотреть данный аппарат. Но я бы, наверное, взял бы больше Geely Atlas Pro на переднем приводе, так как более, наверное, рациональная покупка будет. Здесь у нас не будет гарантии полноценной, но, к сожалению, здесь используется гибридная батарея, за которой надо следить, и ресурс у нее не особо велик, как мы все знаем по практике Geely Atlas. А без гарантии брать автомобиль с дополнительной батареей, как по мне, большой риск. В целом, друзья, пишите свои комментарии. Вот такой вот интересный Geely Okavango. Вот такой интересный Geely Okavango представлен на нашем российском рынке. Что вы думаете? Пишите в комментариях. Также очень удивляет, как сделан обдув лобового стекла. Вот таким интересным дизайне. Надо еще проверить, насколько он эффективный. Поэтому, друзья, не забывайте подписаться на канал. Всем здоровья, удачи и пока.